Давайте на чистоту. Почему я выбрал именно это место, чтобы начать рассказывать про Лапландию? В этом отеле можно лежать на кровати. Кровати можно сдвинуть и наблюдать за северным сиянием. Китайцы верят, что ребенок, зачатый под северным сиянием, на 99% будет мальчик. Удовольствие, полученное во время этого события, будет максимальным. Все, что будет в этом выпуске, только про Лапландию. Советую вам досмотреть его до конца, потому что будет очень много интересного, поэтому не переключайтесь, смотрите до конца и увидимся. Давай. Пожалуй, это самый лучший спот для наблюдения за северным сиянием. Мы с тобой договорились, что мы все пишем с первого дубля. Вы совершаете огромную ошибку, когда начинаете строить в Финляндии. Смотри, как тут устроена уборка отелей. Это твой первый дом, который ты вообще строил. А здесь мы будем пристраивать. Ну, душ чисто в китайском стиле сделан. Просто казино Макао. Потому что здесь есть распиаренная история Санта-Клауса. Трудно сказать, что бы я сделал по-другому, наверное. Дом на 4 апартамента, и будет здесь пристроено 4 сауны. Есть ограничения. Ближе, чем на 30 километров один домик Санта-Клауса от другого должен быть удален. Тут Джеймс Бонда не снимали еще? Это мини-отель. Здесь максимум размещения 4 человек. Сейчас пойдем тебя внутрь покажу. И здесь у нас это номер на 42 квадратных метра с панорамными окнами. Второй свет в Финляндии очень важен. Здесь летом солнце не заходит вообще в принципе, да, а зимой можно наблюдать северное сияние. Да и весной тоже, да? Тоже. Даже летом можно. Даже летом можно наблюдать северное сияние. Так, пойдем посмотрим, что там есть наверху у нас. Как это все дело выглядит. Здесь место для плоских утех. Окно. Сегодня мы, наверное, увидим северное сияние. Смотри, как тут устроена уборка отелей. Значит, все необходимое постельное белье, полотенца, ну и все. Больше ничего не надо. В отеле нужно только просто не полотенце менять. Привозит компания, которая обслуживает номера. Они увозят, прачечную стирают, потом, когда гости уезжают, делают смену белья и полотенец. Все, и у тебя чистый номер. Потом ты по отзывам видишь, насколько твой отель качественно убран. Ну, естественно, там ты выбираешь ту компанию, которая наиболее себя зарекомендовала. Эту компанию тоже можно по ссылке в описании по рекомендациям найти. Ты не поверишь, но основным критерием, так, у меня лампа горит, основным критерием, почему Финляндия выигрывает Швецию, выигрывает Норвегию в туризме. Тут здесь цены на отели в 2-3 раза выше, чем в Швеции. Там природа красивее. Как ни странно, в Норвегии вообще самая красивая природа вообще в принципе. Потому что здесь есть распиаренная история Санта-Клауса. Ну, смотри, мы сейчас с тобой находимся в домике Санта-Клауса. Здесь работают эльфы. Сейчас Рождество. Уже как бы нет такого паломничества, да? Но у этого отеля, я подслушал информацию, 7 миллионов евро оборот. Вот 7 миллионов евро. И благодаря вот этому домику сюда едут семьи с детьми только потому, что здесь работает Санта-Клаус. Все. Домик ставится 70 метров. И отелю, ну, процентов 35 годового оборота он прибавляет. Ты не поверишь, но в этом отеле, в этом доме самая главная просьба заказчика, даже требование было это, да? Ни одного дерева не должно пострадать. Все, что за периметром дома, все деревья были сохранены. Даже вот здесь, вот на лестнице, на веранде осталась сосна. Она лет через 50, наверное, будет в 20 толще, да? И останется здесь стоять. Вот, и все деревья здесь будут сохранены. Так, Артем, а как ты все это дело, со всем этим делом управлялись? Трудно было, конечно, манипулятором не подъехать. Поднимали стены максимально высоко, чтобы через верх перекинуть. Над деревьями, да? Да. А когда строили, летом? Зимой. Мы монтировали дом в январе, мороз, минус 30. Ну, хорошо, монтаж длился недолго, недели 2. Все было уже готово к внутрянке. Инспектор работал? Нет, инспектор приезжает раза 4 за всю стройку. Но он ключевые этапы проверяет, конечно, да? Конечно, да. Но у нас есть, мы делаем фотографии всех скрытых элементов. Угу.
по завершению проекта показываем заказчику папку, в папке все фотографии, как, что делалось, как оно. Все, то есть все скрытые Все работы у скрытые тебя, работы, у все тебя задокументировано, архивируются. да. И этапы строительства у нас какие? Проектирование, получение разрешения на строительство. Сначала проектируем, получаем разрешение на строительство, Начинаем делать фундамент, фундамент, так, стены. фундамент, стены. Ты говорил про инспектора. Для чего нужен Ну, инспектор? конечно, нужен инспектор со стороны заказчика, чтобы контролировать наши отношения с клиентом. Разные этапы стройки. Это подтверждаются. инспектора заказчик нанимает, да? Заказчик, да. Заказчик нанимает инспектор для И того, чтобы их два. контролировать тебя Один как от подрядчика. муниципалитета, который контролирует качество строения, Мгм. и один от клиента, который тоже контролирует качество, но и наши Так, взаимоотношения. вот смотри, заказчик, владелец будущего отеля, ему нужно участок сначала выбрать. Да. Вот как правильно выбрать участок? Нужно сразу смотреть, какие правила на земле есть. Вот что она годится, что можно на ней строить, а что нельзя. Вот, например, там какой-то земельный участок в лесу. У него наверняка есть какое-нибудь правило. Например, строить можно только 250 квадратов, только частный дом. Или только парный дом, или только рядный дом. Все нужно заранее А эти проверять. назначения меняются, нет? Их можно изменить, но это длительная процедура, длится может до полугода. Это Ну, нужно ты это иметь в можешь, виду. Конечно, да. проверить? Да, мы всем. То есть переходишь по ссылке в описании, и там смотришь контакты Артема, и он тебе скажет, можно на этом участке что-то строить или лучше взять какой-то другой участок. Ну, пойдем дальше смотреть, что у тебя тут еще понаделано. Тут самое главное, что здесь нет, когда на лестнице спускаешься, нет этой самой места, чтобы лбом ударяться. Идем дальше. У нас есть санузел. Это я. Туалет с душиком обязательно. Я уважаю тех людей, которые ставят душик. Почему в Испании их не ставят, не знаю. Лейка и тропический душ. В сауне. Финляндия без сауны — это не Финляндия. Домик должен быть обязательно. Это термодревесина. Электрическая печка. Отапливается очень быстро. И что важно, 15-20 сантиметров должен быть зазор для того, чтобы воздух в сауну проникал. И тебе было свободно дышать. Что важно знать будущему ательеру в Лапландии? Место. Вот мы сейчас с тобой находимся где? Мы находимся в Вивола. От аэропорта здесь 6 километров. 6 километров от аэропорта, то есть это очень удобно считается, Очень да? удобно, да. Очень удобно. А как они добираются сюда? Такси. На такси просто приехали и все, да? Там Да. ключи? Ключи здесь в боксе. Ключи в боксике лежат, да? Так, а здесь какой-то водоем рядом, это Да, важно там или нет? речка есть. Нет, это не важно. Вид. Важно, чтобы был вид. Вид и чтобы назначение земли соответствовало строению. Так, пойдем посмотрим у нас инженерные системы. Так, у меня здесь глубоко, но не очень. Ты пойдешь со мной? Ну смотри, ты и правда строил дом, он знает, как здесь переходить. Вот это у нас тепловой насос. Тепловой насос Mitsubishi, он даже сейчас работает. А в доме там все время климат поддерживается, да? Потому что если в доме есть мебель, то тебе обязательно нужно поддерживать климат, иначе она отсыреет. Он все время занят, он забронирован, все время туристы. Одни съехали, уборка, новые заехали. То есть время только на уборку, да, мы затрачиваем, да, это пустует. Сейчас же самый еще высокий сезон. Слушай, солнце поднялось, нам надо дрон поднять, потому что когда я снимал, было солнца, не было, картинка была очень грустная. Но сейчас ты посмотри, что у нас. Вот ради этого, я думаю, стоит сюда приехать. И представляешь, сколько аренда стоит, да? От 250 до 450 евро в сутки. Такой дом окупается за 2 года? В декабре дороже. В декабре дороже? А сколько в Рождество стоит? Можно и 600 просить. Сложно участок найти вот такой под строительство такого дома? Есть некоторые сложности, потому что... Ну, какая главная сложность? Главная сложность, что новые участки напиливают в течение 2 лет, 2,5 года. Как понять напиливают?
в муниципалитете, когда делают планировку района, это все занимает время. А когда новые участки появляются, их очень быстро расхватывают. Ага. Бронируют, не обязательно на них строят, но А их ты их бронируют. отслеживаешь? Конечно, все время смотрим новые. А, то все время. У тебя сейчас еще и зарезервированные какие-то есть, да? Да, есть. А обязательно покупать участок или можно взять в аренду? Нет, не обязательно. Можно взять в аренду на 60 лет. Это самый хороший Мгм. вариант. Потому что деньги, потраченные на участок, можно потратить на дом. То есть, а потом эту землю выкупить, да, можно? Да, там аренда с правом выкупа, естественно. Но финские власти, они в Лапландию как-то вкладываются, что она получила мировую известность, да? Да, на То есть это протяжении этот 20 лет. контракт Санта-Клауса с Кока-Колой, да, он делает свое дело, и в Лапландии цены на отели просто космические. Люди едут со всего мира. Вот мы летели в самолете, вот я слышал китайскую речь, итальянскую, немецкую, ну и на английском, естественно. Кстати, здесь вот это место, где снегоходная тропа, Да. это самая первая дорога Вивола. Во времена сухого закона здесь контрабанда была алкоголя. А что, был сухой закон в Был Финляндии? сухой закон. Ну-ка расскажи, а когда был сухой закон? Подожди, первый, а вон та дорога, по которой мы приехали? Это уже современная, новая, сделана для этого района. А первая дорога, вот она, вот мы на ней стоим. Но мы сейчас в черте города находимся. Уже нет, уже за Это за городом, да? Ну, до аэропорта здесь 6 километров. 6 километров всего, да? Будет еще много объектов, мы сейчас тебе все расскажем в этом выпуске. Будет очень интересно, не переключайся. Всегда обожаю летать на дроне в таких местах неочевидных. Сейчас посмотрим, что у нас получается. Ну, погнали. То, что вы сейчас услышите, полностью изменит ваше представление о строителях вообще в принципе. Вот мы сейчас в Ивело с тобой находимся, да? И это твой первый дом, который ты вообще строил. С супругой. Ты же для себя его строил, да? Да. Как ты его планировал? Это рядник, да? Рядник на 4 квартиры. Рядник на 4 квартиры, чтобы можно было там в случае чего самому жить, да, и сдавать в аренду. Да. Да, и так, с чего, как ты его заказывал? Я нашел в интернете компанию по изготовлению домокомплектов. Эстонскую компанию. Эстонскую, да, мне 21 год. 2017 год это был. Мы заказали половинку дома. Месяц прошел, второй месяц прошел. А, ты половину сначала заказал, да? Половину, да. Не было ответа никакого от компании. Потом я звоню в компанию, узнать, где мой домокомплект. Мне говорят, что между нами контракта как такового нет. А, то есть деньги заплатил, контракта нет, да? Контракта нет. Ну, контракт был, и в конце мне сказали, что да, контракт есть, хорошо, но такая ситуация, что дом еще не готов, вот такая сложная ситуация. Вот есть только стены без фасада, в общем, только фасад и стропила, вот, без окон. Я говорю, что привозите сюда, привозите эти окна, стены привезли, приехали уже другие сотрудники, говорят, что ну все, теперь мы тебя спасли, мы твой домокомплект вывезли из Эстонии, и теперь будешь нам платить за монтаж. Так, а что бы ты сделал по-другому, когда бы строил этот дом? Ну, давай посмотрим, что тут у тебя есть. Покажи, Давай, пойдем сюда. что бы ты делал. Трудно сказать, что бы я сделал по-другому. Наверное, вообще все. Вообще все в плане того, что нужно было строить что-нибудь маленькое изначально, не рядный маленький дом. домик, да? Да, не рядный дом, потому что вот этот юношеский максимализм, он, конечно, подтолкнул на такой прыжок выше головы. То есть надо было начинать с маленького дома. Маленький дом построили, он начал работать, строим следующий маленький дом. То есть вот это самый оптимальный вариант. Но нам нужно было построить большой сразу, чтобы сдать все в аренду, получить наконец-то желаемую свободу. Так, Сейчас... короче, первое, нужно было маленький дом строить. Да. В маленьком доме что бы ты сделал по-другому? То есть, в принципе, нужно было 4 маленьких домика строить, да? Да. Вместо одного большого, да? Да, 4 маленьких дома. Так, Получилась бы квартиры хорошая экономия на фундаменте, потому что маленькие дома не требуют такого фундамента, как вот этот рядный дом. То есть 30% мы бы уже сэкономили. Потом это не был бы долгостроем. Если мы делаем что-то маленькое, мы его быстро собрали, поставили, все, это не долгострой. Долгострой опять увеличивает смету в разы. Так, а что у тебя по комплектации? Покажи, здесь есть. Кухня. Ну, понятно, там кухня есть, холодильник.
Да, все, что нужно для кухни. Стиральная машинка, кухня, духовка. Так, это посудомойка. Духовка. 4 комфорки даже есть и микроволновая печь. Выход на террасу через ванную комнату. Это удачное решение? В какие-то моменты кажется, что очень удачно, в какие-то моменты кажется, что наоборот. Наверное, все-таки нет. А где нам было делать выход? Наверное, я бы в следующий раз его сделал через зал. А, вот здесь, да? Да, да. А, ты бы перепланировал, да? То есть зал был бы окнами в другую Ну и сторону. туда же просто вместо одного окна была бы еще дверь. И терраса была бы такой длинной, угловой. А давай выйдем на террасу здесь. Редкий случай. Сегодня нас солнце балует просто. В марте еще могут быть морозы, такие минус 27. Это нормальное явление. Так, по аренде ты его сдаешь, как ты его сдаешь в аренду? То есть, ну, ты сдаешь апартами, да, отдельными? Да, да, отдельно. Каждая И- квартира отдельно. Мы только начали сдавать. Такие первые пробы у нас были в декабре. Хорошо сдавалось. 16 дней с декабря были проданы. Это при условии того, что мы очень поздно выставили их. То есть заранее их невозможно 16 было. дней с декабря Да. было Да, продано, а в да. январе как? В январе я сейчас не скажу, еще не смотрел статистику. Но нормально. То Заполняемость есть хорошая. приезжает компания какая-то, обслуживает, да, делает уборку, да. меняет постельное Да. белье, полотенце, Да. да, и ты просто там деньги получаешь и там Да. платишь за обслуживание. Да. Каким сервисом ты пользуешься, чтобы сдавать его в аренду? В Финляндии, наверное, все-таки лучше Loma Rengas использовать. Это такая альтернатива букингу. Ну, букинг тоже можно. Но букинг там обслуживание Но у тебя дорогое. где можно ссылку на эти номера найти? Лучше и там смотреть. На Loma Rengas и на букинге. Там Люди откуда приезжают? через букинг. В последнее время через букинг приезжали. А на Loma Rengas это финны приезжают, да? в основном? Нет, тоже иностранцы. Но там повыгоднее условия. Loma Rengas как-то так с букингом тоже работает, что на букинге бронь сделали, и через Loma Rengas это все пришло. То есть они как-то в кооперации. Но тем не менее условия там получше Ну, короче, обе ссылки у нас будут. будут. Да, обе ссылки можешь зайти посмотреть, почему этот отель сдается и какие даты он занят, потому что если ты задумаешь строить что-нибудь в Лапландии, а это, наверное, очень выгодное мероприятие, да? То есть, у нас по расчетам 2 года окупаемости. Привет. Доброе утро. Это Сариселька. Мы здесь заночевали в небольшом отельчике. Ну, коттеджик примерно там на 4-5 человек. Здесь 2 спальни. Ну, как бы здесь на входе сразу сауна, душевая. Это сауна. Сауну уже опробовали, все окей. И пойдем я тебе покажу, что у нас есть еще. Давай начнем с завтрака, а потом сделаем полный разбор номера, где мы с тобой остановились. Артем, маши ручкой. Так, ты что готовишь? Артем готовит, как это называется? Путтипану. Понял, да? Путтипану – это картошка с сосисками. Сразу порезанная и уже можно есть. Так, здесь у нас это гостиная с камином. А дрова есть у нас? Нету? А где дрова брать? Надо свои привозить? Дрова нужно свои привозить, и можно покупать в магазине. В чем прелесть Сарисельки, что здесь нет доставки еды? Вообще. Никакой. Никакой доставки еды нет. Так, первое, что у нас есть, это туалет. Крышку я закрою, чтобы вам не смущало. Туалет с раковиной отдельный. Это раз. Потом идем дальше. 2 спальни с king-size кроватями. Это моя спальня с телевизором. Ссылку на этот отельчик я оставлю. Вот так. Это вторая
спальня. Здесь можно сделать two bed или double bed, как хотите. Здесь кабинет, платяной шкаф. Для тех, кто любит порядок. Ну и сауну вы уже видели. Теперь важно посмотреть, что у нас получилось. У тебя без салата, смотри, у меня красивее получилось. Сейчас пробую. Сниму. Опа. Так, заходим. Сейчас мы, это же лучший отель в Лапландии. Входит в 10 игровых отелей мира, правильно? Так, смотри, вот мы сейчас с тобой под куполом. Ты здесь сделал 45 пристроек. Сколько времени уходит на то, чтобы сделать 45 пристроек вот к такому купольному? 3 месяца. А какая площадь? 19 квадратов. Они... Общая площадь. Площадь пристройки 11. Площадь пристройки 11. 45 умножить на 11 будет 500 метров. 500 метров это причем расход материала-то это практически в 4 раза больше, да, если ты будешь 500-метровый дом строить. Примерно так, да? И это 3 месяца тебе ушло на деревянном каркасе или на металлическом? Деревянный. Утепление чем сделано? Пир-панели. На пир-панелях. 120 миллиметров и получается класс А теплоизоляции, да? В сутки такой отель в сезон стоит 600 евро. Ну, не отель, а как бы вот такой вот номер. Здесь либо two bed, либо double bed. Ребенок, зачатый под северным сиянием, чаще является мальчиком, но это по версии китайцев. Но удовольствие, полученное во время такого действия, оно многократно превышает стандартное. Пойдем дальше. Давай я тебе покажу, где можно посмотреть северное сияние, прямо сидя в ресторане. Ну, как бы сюда только за этим, по большому счету, и приезжаешь, чтобы увидеть снег, северное сияние и сколько это стоит. Так что смотри, какой должен быть ресторан для того, чтобы у тебя было гостей много. Ну, конечно же, зимой, когда есть северное сияние. Смотри. Вот так примерно выглядит ресторан, в котором все, что нужно для того, чтобы гости наслаждались своим отдыхом. Люди, которые приезжают сюда из Индии, из Ближнего Востока, они приходят сюда для того, чтобы наблюдать северное сияние и платят здесь, ну, по 600 евро в сутки. А вот в тот планетарий мы сейчас будем подниматься. Что у тебя там? Прихожая. Так, душ. Ну, душ чисто в китайском стиле сделан. Просто казино Макао. Тут Джеймс Бонда не снимали еще? Еще нет. Так, сауна. Это термососна? Скамейки, да. Скамейки из термососны. А стены? Обычные, но обработанные составом для сауны. Дверь. Смотри, какая дверь. А зачем такая толстая дверь? Трехслойный стеклопакет. Низкие энергопотери. То есть они тут за электричеством следят все-таки, да? Так, а почему фасад стеклянный? Желание заказчика. Слушай, он, по-моему, соображает, да, как взято сюда привлекать. Да. Они же самые платежеспособные сейчас туристы. У них денег больше всех. Если сейчас у него 45 таких номеров открыто по 600 евро с каждого, возьмите калькулятор и посчитайте, сколько будет стоить просто ночь в этом отеле. Ну, в смысле, сколько ночь одни сутки приносит этому отелю, если по 600 евро с человека. А расходов сколько нужно на обслуживание примерно, исходя из стоимости номера? 20% я бы взял расходы на обслуживание. 20%. Так что это в среднем по году ночь будет 300 стоить, да? В среднем по году 300 евро за ночь. И если мы сдаем 300 ночей примерно, да? Но у этого отеля другая ситуация. Они летом закрывают его вообще, чтобы не было расходов никаких. То есть они его сдают только в высокий сезон, только задорого. Летом они полностью закрываются. То есть получается он на 150 ночей где-то работает, да? Да. А сколько нужно земли для него? В зависимости от того, какая дистанция между домами будет. Ну, комфортная. Как ты думаешь, здесь комфортно? Но если здесь сдаются номера за 600 евро,
то я думаю, что это уже комфортно. Зачем делать больше, когда люди приезжают? Они же приезжают в спальню под куполом не для того, чтобы их никто не видел, а наоборот. Ну, конечно, для северного сияния нужно, чтобы было небо чистое, да? Купол нам позволяет. Представляешь, вот отсюда можно наблюдать за северным сиянием. Отсюда видно... А вон там ресторан, мы там были. Посмотри видео, как выглядит этот ресторан. Я больше чем уверен, что он купола все развернул на север, чтобы северное сияние. Оно на севере, да? Нет, не имеет значения. Не имеет значения. Так, а солнце сейчас на юге. Солнце сейчас на юге, а башни... Все, я понял. Сейчас время 12, солнце на юге, а это смотрит куда? Если юг там, север там. Все правильно, на север. Я не зря географию учил. Купол ресторана смотрит на север. Так, а ты пока записывай координаты. Вообще, вот каким образом вот этот панцирь сделан для того, чтобы сделать ресторан. Тут порядка 60 метров, да? Да, даже больше. Потому что здесь около 20 метров на 3. Ну да, где-то 65-70 метров. Да, пожалуй, это самый лучший спот для наблюдения за северным сиянием. Но просто такое, если бар есть. И бронируйте места, ссылка на отель будет в описании. Лапландия очень интересный регион, потому что здесь, во-первых, не нужно покупать землю сразу, прежде чем что-то начать строить, да, и не нужно строить сразу что-то большое, да, можно построить совершенно небольшой домик, ну, там около 40 метров, сдавать его в аренду, и на самом деле, чем уединеннее будет место, и чем меньше будет вокруг соседей, тем дороже вы будете его сдавать. Все, да, то есть, и главное, срок окупаемости таких вложений максимум 2 года. То есть, вложения, которые вы вкладываете в землю, в строительство и в инфраструктуру, окупается вам за 2 года. Вот, например, вот такой вот рядный дом, да, это как бы не очень удачная идея, потому что сразу цена падает из-за того, что в рядном доме есть соседи. Поэтому, если бы здесь было несколько домиков с разными стенами, да, как бы самостоятельными, скажем так, независимо, без соседей, сразу стоимость аренды была бы выше. Полет окончен. На этом наша авиакомпания прощается с вами. Всего вам доброго. До свидания.